предыдущем разговоре мы с вами немножко предугадали события, а именно визит Орбана в Китай, еще до того, как это стало известно. И я нам, в принципе, предлагаю по тому же сценарию пройтись, предугадать последующие события того, что сейчас происходит. Ни для кого не секрет, что в последнее время разговоров об окончании войны стало больше, в том числе и с выступлений нашего президента. Это все звучит. Сегодня это дополняется новостями из Китая в том числе. Я сюда имплементирую еще новость, которая прозвучала от господина Сырского, что вернуть Крым реально. И все это хотел бы рассмотреть в контексте того, а какой же возможен мир. Потому что сегодня и Ван И, это МЗС КНР, тоже высказался, что они в принципе могут быть посредником в этом разговоре. Да и если посмотреть и послушать внимательно нашего президента, то он говорит, что нам в принципе все равно с кем говорить, хоть с партнерами, которые могут Россию усадить, хоть с самой Россией. Но тут акцент, я думаю, именно на партнерах. И вот, как бы, знаете, все сводится к Китаю. Конструкция интересная, потому что все это время Соединенные Штаты, наши партнеры очень сильно как бы боролись, старались, а по итогу-то Китай может вообще вот вышел как бы с задних позиций и говорит, что да я вообще сейчас это все помогу сделать, абсолютно не проблема. Так вот, хотелось бы с точки зрения понять того, а что же не проблема, готов ли Путин на уступки и каковы эти уступки, готов ли он отдавать Крым? Вот смотрите, тут в вопросах переговоров надо разделить два аспекта. Первый, кто в состоянии Москву привлечь без всяких условий, предварительных условий, ни со стороны Украины, ни со стороны Москвы, а озвучены и те, и другие условия, за стол переговоров. В принципе, если предметом переговоров является прекращение огня, возможно, и дальше перемирие, возможно, и дальше принципиальная договоренность относительно войны и мира, у Китая, наверное, такая возможность есть. Именно, подчеркиваю, только усадить за стол переговоров. Речь не идет о содержании переговоров. А вот снять предварительные условия, и вы снимаете. Ведь со стороны Украины было условие, значит, по решению РНБО с Путиным за стол переговоров не садиться. Сейчас уже президент Зеленский высказывался. В принципе, это преодолимо. Да, так сказать, раз уж так сложились обстоятельства, все хотят мира, РНБО может принять и другое решение. Ситуация изменилась, пожалуйста, вопросов нет. И второе условие, я напомню, что важным аспектом было то, что значит, Москва должна все-таки освободить часть оккупированных территорий и так далее. Это было в свое время предварительным условием. Сейчас это условие тоже может быть отодвинуто, не снято, но отодвинуто. Москва в лице Путина накануне швейцарского саммита под Люцерном, как известно, в лице Путина объявила о 3 условиях начала таких переговоров. Это освобождение в неоккупированной части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях территории от ВСУ. То есть, соединения ВСУ должны выйти из них, то есть, фактически отдать эту территорию России. Второе условие – снять все санкции. Третье – внеблоковый статус Украины. При 3 этих условиях могут начаться переговоры. Так заявил Путин. Причем он там оговаривает, что это окончательно, это не промежуточное, и так далее, и так далее. Может ли Китай без этих предварительных условий усадить Москву за стол переговоров с Украиной? С участием гарантов отдельных, без участия гарантов. Я думаю, у Китая, наверное, такие возможности есть. Вот усадить за стол переговоров, наверное, Москву возможность есть. Будет ли это лично Путин, будет ли это там Лавров. Тут уже варианты начинаются. В Стамбуле представители, например, были России и Украины. Я напомню, делегацию возглавляет со стороны России Мединский, помощник Путина в администрации президента в структуре. Лицо не самое влиятельное, мягко говоря, особенно в украинском вопросе. Сам, кстати, родом тоже из Украины, просто многие могут не знать. А второе лицо – это Арахамия, формально руководитель фракции в парламенте, присутствуют и другие официальные лица. То есть, статус был, в принципе, достаточный для обсуждения представителями вопросов войны и мира. Второй аспект, он касается, собственно, о чем должны идти переговоры и от чего они должны отталкиваться. А вот тут, по-моему, с моей личной точки зрения, никто не может повлиять. Если мы говорим о России, то на нее никто не может повлиять. И Китай, в том числе, решающим образом точно нет. Изобразить что-то и так далее. Ведь с чем придет Москва на такие переговоры без предварительных условий? Соглашайтесь с фактом оккупации уже части территории Украины, там около 20%. Да? Соглашайтесь, что это субъекты Российской Федерации. Наверное, может быть, они готовы обсуждать, какие куски еще не оккупированной территории они могут туда-сюда двигать.
Для Украины это, ну, скажем так, для общественного мнения, для народа Украины это неприемлемо. Ну, можно какие-то вещи обсуждать, но в взаимосвязи с другими. А Москва не хочет увязывать, например, неоккупированную Украину, это 80 с лишним процентов, ну, 80%, которая должна иметь право неограниченного суверенитета. Ничем не ограниченного суверенитета. Вот тут Москва принципиально не готова разговаривать. Потому что неограниченный суверенитет предполагает всего лишь навсего вступление в Североатлантический альянс и в ЕС. Поэтому, когда Китай, а Китай имеет свой интерес к этому всему, ну, что очевидно, мы уже много раз это обсуждали. Стратегически, это Тайвань, возможность его интеграции в континентальный Китай. Параллельно с тем, они заинтересованы в особых условиях для себя в Европе, возможно, в Америке, снятие ограничений, которые Америка наложила на Китай, в частности. Это некоторые возможности Китая в регионе Юго-Восточной Азии, ну, например, сохранение статус-кво, при котором ядерным оружием обладает только сам Китай, ну, и Северная Корея, и невозможность его жесткого распространения в Юго-Восточной Азии. Ни Япония, ни Тайвань, ни Южная Корея не должны обладать ядерным оружием. Гарантии этого должны дать именно Соединенные Штаты. Там есть еще параллельно интересы относительно невозможности развития военно-стратегического АУКУС, объединение, включающее англосаксонские кольца из 5 государств. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и так далее. Ну, вот интерес прямой со стороны Китая. Понимаете? И готовы ли этому следовать западные партнеры Украины? Ну, фактически Запад коллективный. Это большой вопрос. Потому что слишком это амбициозные требования и так далее. И вот когда говорят о переговорах и возможностях приглашения к этим переговорам, то прежде всего имеет первый аспект, что они могут уговорить, посадить за стол переговоров, выбрать площадку, на которой могут встретиться либо законные представители, ну, официальные представители той же Украины и России, но одновременно с тем, может быть, и первые лица. Может быть. А вот второй аспект, о котором я выше сказал, а вот он пока не видит никакого возможности для разрешения. Понимаете? Потому что есть вещи, от которых Москва не откажется. И вы знаете, даже в вопросе территории она еще может двигаться куда-то, туда-сюда. И линию фронта, и потенциальные откушенные территории ею. А вот в вопросе будущего Украины и ее суверенитета, и реализации через него западного интеграции Украины, да, вступления в альянсы, нет, от этого Москва не откажется. Поэтому пока сегодня тот же Китай продает вот этот эксклюзив в виде особых отношений с Москвой, где он выступает, ну, неким ментором по отношению к Москве и может убедить ее в этих форматах, которые сам инициирует Пекин, принять участие. В форматах, я имею в виду, мирных переговоров. Что делает Вашингтон? Наверное, в администрации Байдена еще могли хоть как-то, без желания, но обсуждать такую конструкцию. Могли бы. Все равно с отрицательным решением, но могли бы. С чего это Китаю заниматься вопросами урегулирования? Китай какое отношение к Европе имеет? Ну, там резонные всегда заявления звучали о том, что Китай всего лишь региональная держава, и она не должна претендовать на роль, сопоставимую с Америкой, глобальную роль. А что касается Трампа, тот вообще сказал, мне вообще никто не нужен, я сам лично с Путиным все решу. Ни Китай, ни Орбан, ни Саудовская Аравия, ни швейцарский формат, ему же не надо. Зачем? Если он говорит, я в 24 часа встречу, все решу. Я понимаю, что это звучит эксцентрично, это звучит, ну, скажем так, самонадеянно, но он действительно так считает, что он все вопросы решает непосредственно, лично. Ему помощники, посредники, там, контроверсивные или же прямые союзники не нужны. По большому счету, ему даже и Киев не нужен. Он договорится с Путиным, а потом будет убеждать Киев в том, что это рабочая конструкция. Я-то считаю, что он не договорится с Путиным. Я-то считаю, что он уткнется в нежелание Путина получить часть. Он захочет все. Трамп может предложить ему как девелопер, сказать, ну, ты 20% уже занимаешь, ну, вот это, наверное, отличная линия отсечения. А все остальное нет. Все остальное все. Это все уходит на Запад навсегда. Там, Североатлантический альянс, НАТО, там, ЕС. Весь набор, который мы понимаем под этим. Путин с этим не согласится, и это будет проблемой. Сегодня Китай всего лишь игрок на этом поле. Он не является ни большим протагонистом интересов Москвы. Его устраивает Москва в ее нынешнем виде. В отношении Москвы, в отношении России у Китая прямой интерес. В отношении Украины большого интереса у Китая нет. Конфликтовать с Украиной, вот, вступать в некий такой плотный союз с Москвой для того, чтобы погубить Украину, ну, Китаю это не нужно. Для Китая вот так пространство интересов, экспансии, которые, может быть, направлены на Восточную Сибирь, Дальний Восток, Забайкалье и так далее. Всю Русскую Азию.
Что лезть в Украину, по большому счету? Способствовать Москве победить в этой войне тоже не надо. Но и проиграть не надо. Поэтому мирный вариант на таких условиях устраивает. Китай, понимая о том, что вот второй аспект, о котором я сказал выше, он малодостижим, он хочет капитализировать вот этот первый вопрос, а мы можем усадить Москву за стол переговоров без всяких предварительных условий, уже на этом этапе свой интерес капитализировать. За то, что мы Москву усадим за стол переговоров без предварительных условий, дайте нам что-то. Мы хотим получить что-то. Мы хотим эксклюзивный какой-то специальный статус, как страна, которая занимается миротворческой миссией и посредничеством в таком тяжелом вопросе в Европе. Мы хотим получить свое прямо сейчас. И вот это дать это свое никто не готов. Понимаете? Китай все время преследует свои интересы. Да, они у него оформлены, да, они очевидные. И поэтому, с моей точки зрения, пока это все будет выглядеть исключительно как такие манипуляции. Понимаете? Реально за этим пока ничего не стоит. Тем более, повторяю, Вашингтон по этому поводу официально не высказался по поводу всех этих бесконечных инициатив чехардой, обсуждающихся то там, то тут, то в других местах. Напомню, что Эрдоган и площадка Стамбула, она всегда открыта, Эрдоган все время ее предлагает возобновить все эти форматы, по примеру зерновой сделки и других подобных же. Инициатива Орбана, где он как бы берет на себя миссию посредника, преимущество в том, что мы-то понимаем, он агент Москвы, а фактически, лицо не заинтересованное. Нет прямого интереса к территориальным и другим спорам относительно Украины. Есть инициатива в Джидде, Саудовской Аравии. Вы помните конференцию 5 августа 2023 года, где прошла, они собираются следующую конференцию проводить. Есть швейцарский формат по формуле мира. Под Люцерном, недавно прошедший в конце июня саммит, который тоже претендует на некую роль посредника и мировой площадки для разрешения войны в Украине. Все это большой набор. Ну и Китай, который выступил за конференцию под его эгидой, проводимую, видимо, в Пекине, мирную конференцию с участием Москвы, обязательным участием. Вот и все. Есть и другие более мелкие инициативы, но в данном случае Китай действительно обладает большим возможностями влияния, просто потому, что Китай может заставить Москву в этом принять участие. Вот и все. Значит, мы делаем вывод, что следующий, условно, саммит мира мы увидим в Китае. Шанс на это есть, если на это согласятся два важных игрока, два важных участника. Собственно, сам официальный Киев. Киев, скорее всего, с высокой степенью вероятности может на это пойти. Сняв какие-то предварительные условия, сейчас, что они с Путиным не общаются. Решение РНБО после всем известных событий. В Буче и прекращением формата переговоров в 2022 году, в феврале-марте с российской стороной в Стамбуле. Остаются Соединенные Штаты. С Соединенными Штатами есть некая непредсказуемость, потому что в Соединенных Штатах нету пока президента. И кто это будет? Это будет Камала Харрис, которая будет наследовать курсу Джо Байдена? Или это будет Трамп, который меняет этот курс? Принципиально меняет. То есть, говорить о том, что он продолжит в основном, но детали будут другими, нет. Нет, конечно. Трамп, безусловно, по-другому видит решение всех этих вопросов. И полагаться на то, что он будет делать то же, что делал Байден, надежда слабая. Он будет менять принципиально эту позицию. В какую сторону ответить определенно невозможно. Пока две этих стороны не выскажутся, инициатива Пекина не получит поддержки. Я думаю, что, скорее всего, Соединенные Штаты не поддержат инициативу Пекина. Мое такое мнение. Хорошо. Тут выстраивается, интересная конструкция, где присутствует Китай с вот этой инициативой, Соединенные Штаты. Мы это сейчас еще обсудим. 3,2 тысячи человек нас сейчас смотрят в прямом эфире, поэтому, друзья, пожалуйста, напишите, откуда вы. Как всегда, традиционно вспоминаем, читаем. Тоже очень интересно. Поэтому пишите, пожалуйста. Все-таки, если говорить о том же Трампе, который достаточно сердобольно высказывается насчет того, что он хочет закончить эти смерти людей, что хочет прекратить за всю войну. Ему что-то мешало вообще хоть что-то сделать в этом отношении? Нет, дело же не в том, что он мог или не мог все-таки в этом это сделать. Все-таки нужно с поста президента такими вещами заниматься. Он скорее, скажем так, маневрировал в этом вопросе. Мы же напомним, он влиял на своего протеже, главы Палаты представителей в Конгрессе Нижней Палаты Джонсона, который, в общем, до какого-то известного момента блокировал помощь Украине. Да? То есть, не соглашались, ставили условия, давайте там по мигрантам стену построим. Помните, там с января столько всего было. Да. Тем не менее, вопрос этот был заголосован, и помощь в размере 61 миллиарда Украине была выделена.
Поэтому мог ли Трамп сделать больше? Ну, что-то, наверное, еще мог, влияя на какую-то группу своих сторонников непосредственно в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, он всегда может сказать, ну, слушайте, Байден определял политику, он президент, не я, что же вы меня? Я всего лишь оппозиционер, который пытается занять главную должность в овальном кабинете Белого дома. Поэтому меня обвинять, ну, слушайте, это дело такое, не вполне обоснованное. Поэтому с этой точки зрения Трамп всегда может прикрыться тем, что мне сначала нужно получить первую должность, а потом я уже смогу на что-то влиять. То, о чем он говорит, ну, предполагает некий план. Вот в журнале Time два его советника, два генерала, значит, тезисы плана по Украине вроде как озвучили. Вот, их уже обсуждали. Внятности это не внесло больше, потому что там говорится о том, что поставлены будут условия Украине в зависимости от ее позиции относительно переговоров, поставки вооружений. То есть, грубо говоря, не отказывается, значит, поставки могут прекратиться, если соглашаются, поставки продолжатся. А второе условие с ним же связано, это то, что любые переговоры, в которые войдет Украина, не должны принимать решения без согласия Украины. Прекрасно звучащий тезис. Прекрасно звучащий тезис. То есть, если Украина не согласна давать 20% территории, война продолжается. Понимаете, за всей этой риторикой прекращения огня, нужно уже прекратить войну и так далее, есть очень такая хромота, опасность очень большая. Заключается она в том, что в такой конструкции вроде как жертвы и агрессор становятся одинаковыми. Понимаете? То есть, получается, там Москва напала, несет всю полноту ответственности за то, что она сделала, потому что Украина же не нападала на Москву. Не врывалась там в Ростов или там, я не знаю, куда-то. В Курск, Брянск и так далее. Это сделала Российская Федерация. Ну, а кто это сделал? А здесь этой констатации нет. И, исходя из этого, вроде как какой-то есть конфликт. Вот с чего-то взяли и начали воевать два народа. Две страны. Но если этой констатации нет, причем вам будут говорить, ну это же естественно мы отодвинем на задний план, чтобы не раздражать Москву, чтобы главную войну прекратить, а там разберемся. Все это мы слышали. Все это, конечно, слышали. Дело в том, что в таком ситуации невозможно найти урегулирование, если не признавать, кто войну развязал и кто несет ответственность. Почему? Потому что тогда, получается, вроде спорят за какие-то спорные территории. Типа Донбасса, типа Херсонской, Запорожской. Спорные территории. Так давайте компромисс найдем. Но они же не спорные. Юридически эти территории принадлежат Украине. Москва не собирается признавать этого важного факта. Не собирается. Отрицает его. Москва даже в своей конституции записала положение, по которому, значит, те соглашения, обязательства и так далее самой России, которые, они изменили конституцию в 1 июля 2020 года, которые противоречат ее национальным интересам, она не будет выполнять. Они не считаются обязательными для России. Раньше положение звучало по-другому. Но нормы международного права и связанные с ним обязательства имеют доминирующее значение по отношению к национальному законодательству и правовым требованиям, связанным с ним. А сейчас Москва может отрицать по своей же конституции эти вещи. Первостепенно считается ее национальный интерес. Ну, так, как они их понимают. Агрессивный национальный интерес. Поэтому игра здесь заключается в том, что если Трамп исходит из того, что мы тут потолкуем и все решим, то он не решит. Понимаете? Не решит. Потому что, когда есть две стороны, и он представляет сторону Украины, и вроде как надо разойтись углами, что называется, друг с другом, не поцарапав, то тут шансов мало. Очень мало шансов. А вот если констатация всеобщая будет именно такая, что да, Москва начала эту агрессивную войну, да, она незаконно оккупировала территорию, но да, мы хотим прекратить конфликт, давайте исходить из этих двух тезисов. Желание прекратить конфликт и вина Москвы. И Москва не может претендовать в таких условиях на нечто большее, чем агрессору ради его удовлетворения может быть предложено международному сообществу. То есть, условно, да, ничего с Москвой делать нельзя, у нее ядерное оружие. Хорошо. Международное сообщество отвечает на это, что любые решения о компромиссах должны предполагать сохранение суверенитета Украины. Любые, даже если это будет через территориальные уступки. Но сама оставшаяся часть Украины должна сохранить право выбирать свою судьбу. Двигаться ей на запад, оставаться у себя, двигаться на восток. Сама должна решать Украина, сами украинские граждане. Это главнейший тезис. Территориальный тоже, но я еще раз подчеркиваю, ради территории отказаться от суверенитета – это потерять и территорию, и суверенитет. В таких случаях в жизни происходит конфликт. Вот драка. Вот она уже идет. Эта драка. Пока что достаточное количество синяков набито друг у друга.
скажем так, никто не хочет уступать. И мы даже в этой ситуации где-то в более выгодной позиции в отношении того, что мы готовы говорить, и Владимир Зеленский эту позицию проецирует. То есть мы говорить готовы. Вот если ссылаться на ваши слова, то вы вот говорите, что Путин рогом упирается, не хочет того, не хочет всего, хочет все и сразу. Хочет Украину не в НАТО, хочет территории, хочу то, хочу сё, хочу... Но Запад же так не работает, он скажет, ну, дружище, давай, надо двигаться. И вот в этой драке, в этом конфликте, который вышеописанный, должен произойти перелом. Так вот, велика вероятность, что американцы, ну, может быть, и Трамп, если он придет, пообщавшись с Путиным, скажет, ну, тогда давай вот так. Даст оружие, даст возможность Украине выйти до границ Крыма, допустим. Потом еще раз перезвонит и скажет, что, ну, что готов о чем-то говорить. Ну, я думаю, именно так. Я думаю, именно так. Почему? Потому что, понимаете, Трампу нужно убедиться не только самому. Может быть, где-то его советники, и сам он понимает, что Путин недоговороспособен. Хоть он и говорит, и проецирует другой, но он хочет стать снова президентом. Поэтому он должен убедить, что он-то единственный и может все решить. Но, в принципе, все отдают себе отчет, что он с Путиным что-то решал, хотя мало чего он нарешал в свой первый срок с 16 по 20 год, когда не было войны. То есть, тогда-то войны не было. Сейчас принципиально другая ситуация. Но принципиально другая ситуация. Да? То есть, одно дело договариваться, ты не ешь Украину, а когда уже он доедает Украину, ест Украину, Путин говорит, а ты выплюнь обратно. Ну, если вдруг он публично увидит недоговороспособность Путина, и не только он, это все увидят, что они встретились, ни о чем не договорились. Ну, тогда извини, тогда действительно мы должны все, что Украина требует, и сверх того ей предоставить. Ты хочешь войны, но пусть война будет тогда по другим правилам, не так, как ты это задумал. Бить лежачего. Давай мы этого лежачего поднимем, значит, отряхнем, дадим ему китмень в руки, и пусть он тебя... Да? И тогда посмотрим, как ты запоешь в другой ситуации, да? Когда уже как бы и уже начнет у тебя там что-то такое уже отваливаться. Да? То есть, ты будешь испытывать разного рода проблемы более существенные, вплоть до. Да, это логичный ход, очень логичный. Но мы тебе предлагали, ты не захотел, ну, что делать теперь? Вот. Это логичный ход. Скорее всего, можно прогнозировать именно такой ход событий. Потому что, повторяю, я не верю, что Трамп все-таки является каким-то прям чистым агентом Москвы, готовым, там, так сказать, просто все сдать. Он, может, и готов сдать. Но нет такой цены, которую готова Москва заплатить и способна заплатить за такую сдачу. Нет такой цены, ее не существует. Понимаете? И поэтому, да, можно рассчитывать на то, что Трамп, придя к власти, эта степень ответственности уже другая. Одно дело болтать, когда ты являешься кандидатом гонимым американской юстиции бывшим президентом, а другое дело опять нести ответственность за страну. Худо-бедно. А там не шутят. Слушай, там подстреливают таких, которые слишком хотят сдать интерес. Поэтому тут сложная конструкция взаимоотношений внутри американского истеблишмента. Вот. И Трамп за слова придется отвечать на другом уровне и с другим для себя ценой. Поэтому, да, нельзя исключать, если Трамп победит на выборах, и если он после этих выборов, ну, после инаугурации 20 января 2025 года, поедет встретиться с Путиным, я не знаю, в Хельсинки, в Женеве, где они там встретятся, увидит, и все увидят, что Путин не готов, не собирается, не будет договариваться по поводу войны и мира в Украине, то, да, у Трампа развязаны руки, он может сказать, ну, я же пытался, я же предлагал. Возможно, так оно и будет. Во всяком случае, на это многие закладываются. Вот из тех экспертов, которых я вижу, читаю, слушаю, обсуждаю с ними, они говорят именно о таком. А они больше сторонники Трампа. Я вот нейтрально отношусь, что Трамп, что Камала Харрис. Для меня критерием является их отношение к России, к Украине и войне, соответственно. А я, так сказать, предпочтение не делаю там, относительно трудовой миграции, там, нелегальной миграции и всех этих проблем внутри американской. Это должно интересовать американских избирателей. Они должны решать, что для них является важным приоритетом. Для меня приоритет – это международные вопросы, связанные с Россией и Украиной войной. А все остальное – это уже на вкус, как говорится, самих американских избирателей. Им голосовать, нет, не голосовать. Может, все-таки забегаю наперед, но проецируя уже похожую ситуацию, может ли Украина в таком случае, о котором мы с вами проговорили, очароваться этим успехом и сказать, что нет, мы пойдем дальше. Я вспоминаю тут слова, по-моему, Бена Ходжеса, который говорил, что вот при Херсонской, Харьковской операции нужно было Украине идти с этими мощными позициями на переговорную сторону, но как бы вот отказались, потому что увидели эффективность на поле боя.
Вы знаете, я хорошо помню ситуацию, которая сопровождала сентябрь и ноябрь. В сентябре 22 года был деоккупирован почти 11-12 тысяч квадратных километров Харьковской области, я напомню, когда освобождали подряд в течение 1,5 недели города, населенные пункты в Харьковской области. Помню и дальнейшее продолжение эффективных действий вооруженных сил Украины вдоль Днепра на правом берегу. Там вдоль Дучан, там вот это вот, все это мы обсуждали подробно. И, в общем, эвакуацию, я ее так называю, российских войск с правого берега из Херсона. Вот. Это все я видел воочию, наблюдал. Мне кажется, что это не столько Украина там, не согласилась на переговоры или там где-то тормознула процесс. Мне кажется, все-таки Запад как-то себя повел не так, потому что от Запада требовались дополнительные рычаги включения давления для того, чтобы Москву побудить к переговорам или же очередной сдаче позиции. Мне вот так показалось. Потому что Украина-то, может быть, на переговоры-то и пошла бы. Вот. Но это было бы возможно, если бы продолжилась бы поддержка в том же объеме, даже еще большем, Украины, и тогда бы Москва поняла, что сопротивление-то, в общем, себе дороже. А вот Запад включил тормоз. И я очень хорошо помню март-апрель 23 года, а дальше и до июньского саммита НАТО в Вильнюсе, где, собственно говоря, Запад, собственно, сказал, достаточно ясно выразил свою позицию, например, Вашингтон, о том, что не-не-не, настолько нельзя прогибать Россию, потому что там начнутся хаотические процессы, Путин устранят, он, конечно, для нас враг, но он хоть вменяем, мы его видели, мы прогнозируем его, а придут вообще какие-то истероиды. Вот. И тут же в поддержку этой позиции 23-24 июня 23 прошлого года состоялся марш справедливости Пригожина и ЧВК «Вагнер». Это их укрепило в мысли, что ни в коем случае нельзя эту конструкцию страгивать настолько, что власти в Москве посыпятся и непредсказуемо, кто будет обладать ядерным оружием. Это была твердая позиция байденовской администрации не продолжать усиливающее давление. Только при усиливающем давлении в том успехе, когда имел он место в ходе Харьковской операции и на правом берегу Днепра с освобождением деоккупации Херсона, можно было рассчитывать на такое давление. А этого не произошло. И поэтому не столько Украина упустила, сколько, мне все-таки кажется, Запад не смог каким-то образом мобилизовать еще больше ресурсов, чтобы эффект этот конвертировался в нечто большее. Потому что началась подготовка к контрнаступлению. Вот давайте будем готовиться. Готовились через пень-колоду, слитые документы. Сейчас уж никто не помнит про то, как сложно шла помощь из разведки. Военный какой-то там слил. А помощь шла, значит, Украине ни шатка, ни валка. Вот. И это такая проблема, что все-таки я бы разделил ответственность с руководством западных стран за не начавшиеся переговоры и не отсутствие попытки договориться на выгодных для Украины условиях. Марк Захарович, рад был с вами пообщаться. Спасибо, что вы отвечали на мои вопросы. Спасибо, всем всего доброго. Борис Пинкус сегодня вместе со мной. Господин Пинкус, здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, дорогие, дякую, и рад быть на вашем канале, и слава Украине. Героям слава. Конечно же, мы будем обсуждать предвыборную гонку в США, как это все повлияет на Украину, но и я не могу не начать с ухода Байдена с этой гонки. Вы это прогнозировали неоднократно, но вот мне интересно, было ли это ожидаемо для Трампа? Ведь ранее вся его кампания строилась именно против Байдена. И вот если брать результаты опросов и то, что вообще говорят в Америке, у кого сейчас больше шансов? У Камалы Харрис или все-таки Трампа? Это очень хороший вопрос. Конечно, я говорил часто о том, что Байден сойдет, так и произошло, но он остается президентом до 20 января будущего года. Это полгода, друзья мои. Каждый день дорог для Украины и для Израиля. Вы знаете, сегодня вот с первого дня войны в Украине, 24 февраля 2022 года, и Израиль 7 октября прошлого года оказались в одной лодке. Единая линия фронта, которая подпитывается главным стратегом, архитектором этих войн, что на Ближнем Востоке, что в Украине, это Путиным. И, к сожалению, администрация Байдена, она такая вялая, нерешительная, не зацикленная на оказании помощи
победе Украины до полной ее победы. И несмотря на то, что принят закон 20 апреля этого года с выделением 61 миллиарда долларов, новый закон, знаете, основанный на новой стратегии оказания помощи Украине до полной ее победы. Это не происходит по сей день. В этом вся беда. И сегодня, когда Байден вдруг объявляет, что он сходит с гонки, но он не сходит с должности президента. То есть вот эта вот нерешительная поддержка Украины с постоянным условием не эскалировать, не провоцировать, не сталкивать две ядерные державы, они остаются в силе. Каковыми они были с первого дня войны в Украине по сей день. То есть это издевательство над Украиной, это садизм, когда видишь, как ты вроде бы помогаешь, вроде бы делаешь вид, что помогаешь, и наслаждаешься тем, как жертва варваров истекает кровью. Вы понимаете, это преступление. А что будет, например, у всех возникает вопрос, а что вот Харрис выдвинула сейчас, так? А что будет, если Харрис победит? А что, если Трамп победит? И тут вы знаете, что самое пугающее? Нарастает волна тех, кто готов посадить за стол переговоров. Значит, Зеленского и Путина. Вот это самое страшное. И причем эти разговоры исходят из уст больших друзей Украины. Самый наглядный пример — Борис Джонсон. Большой друг Украины, в этом нет никакого сомнения. И вдруг после встречи, видели, с Трампом он выходит и говорит, вот, было бы неплохо, вот если заморозить вот, знаете, вот эту линию фронта на дате 24 февраля, когда началась агрессия Путина. Вот. И, другими словами, оставить вот эти оккупированные территории до 24 февраля за Путиным, а остальные, там, Украина, и продолжать оказывать помощь Украине вооружаться. Я в шоке, я вам прямо скажу. Но при всем том, что, знаете, как говорится, Платон мне друг, а истина дороже. Никаких уступок, друзья мои, не должно быть. Уступишь палец — отрубит руку, дашь руку — отрубит голову. Это закон этих вот такого типа террористов, каким является Путин. Ни в коем случае. Вы знаете, я не верю в то, что Трамп-то такой пойдет. По многим причинам. Во-первых, несмотря на то, что напугало то, что кого выбрал Трамп, вице-президенты, Венса, который, видите, был против Украины, оказания помощи Украине, это один из главных сенаторов в Конгрессе, который был против выделения 61 миллиарда долларов. Мы все, прямо я вам скажу, мы не рады этому. Я вам прямо скажу, абсолютно не рады. Мы — это кто мы? Мы — это рейгановское крыло в Конгрессе, в Америке в целом. Нас больше, чем их. Вы понимаете, нас больше в республиканской партии, намного больше. И тем не менее, есть хорошие новости. Вот, например, тот же Венс буквально несколько дней назад сказал, что оккупация Украины для Америки неприемлема. Вот это выражение он высказал. Вот это очень важно. То есть у нас есть надежда, что он будет менять свое мнение, так же, как он менял всегда. Например, в 2016 году он Трампа называл фашистом. И тем не менее, когда ему задали вопрос, вот как же так? Вот сейчас вы вдруг избраны тем же Трампом, в свои вице-президенты, и вы проявляете лояльность, преданность ему, а вы в свое время называли его фашистом. Так он говорит, да, Трампу удалось меня переубедить. Я понял, что Трамп другой, он правильный, я стою на его стороне. То есть это говорит о характере человека, который может меняться. Вот это моя ссылка на то, что он буквально пару дней назад сказал, что, видите ли, оккупация Украины неприемлема. Это говорит о многом. С другой стороны, запомните, друзья мои, вице-президенты не вовлечены в внешнеполитические проблемы никогда. Но я исключаю Дика Чейни при Буше, там исключительный случай. Но в целом прерогативой вице-президента является внутренней проблемой. Плюс к этому Трамп эгоист. Он не даст принятия решения вопросов по внешним проблемам кому-то. Он будет сам решать. Он decision maker.
Это самое главное. Плюс ко всему, несмотря на то, что Трамп говорит, что он за 24 часа может решить этот вопрос одним звонком, и тем не менее, я не считаю, я надеюсь на это, что он пойдет против двухпартийного единства в Конгрессе. Прежде всего, тех республиканцев, на которых он опирается. А это кто? 3 Майка. Майк Роджерс, председатель комитета по вооружениям, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам, и Майк Тернер, председатель комитета по разведке. 3 республиканца, которые являются архитекторами вот этой новой стратегии оказания помощи Украине до полной победы и выделения помощи 61 миллиарда Украине. Так вот, Трамп с ними общается сегодня. Я вам скажу хорошую новость. Несмотря на то, что он ослушался нас, он не взял вице-президента Ники Хейли, большого друга Украины. И тем не менее, хорошая новость в том, что он включил в команду советников сегодня Майка Маккола, большого друга Украины, который бывал в Украине. Это я только что назвал его имя, как председателя комитета по иностранным делам. И самое интересное, Майка Помпео, того самого Помпео, который был когда-то конгрессменом, потом стал директором ЦРУ, а в последнее время все 4 года единственный из окружения Путина, прошу прощения, Трампа, который проработал с ним все 4 года госсекретарем. Он большой друг Украины. Он введен в состав советников. Вот это подчеркиваю, советников Трампа. Это очень важно. Тем более, что мы продолжаем лоббировать с тем, что если Трамп победит, я говорю «если» с натяжкой. Почему? Потому что нет уверенности большой, что Трамп может победить. Я вам сейчас скажу чуть позже, почему. Так вот, мы лоббируем с тем, чтобы Трамп взял в госсекретари Ники Хейли, а Майка Помпео советником по национальной безопасности. Вместо вот этого балбеса Салливана, который периодически давит на Байдена с тем, чтобы тот заканчивал войну как в Израиле, так и в Украине. Так вот, мы лоббируем, и шансы у нас есть. А теперь я вернусь к реалиям. Каково соотношение между Трампом и Харрис? Кто из них может победить? Так вот, выбор Трампа, Венса, молодого, энергичного, умного, образованного, но в то же время далекого от внешнеполитических проблем, не понимающего, что сегодня Украина защищает наши американские национальные интересы на дальних рубежах, что Украина — это бронежилет Америки, что Путин ненавидит не Украину, а Америку, что Украина грудью встала на пути этих варваров, на пути направляющихся в Европу, а потом и в Америку. Вот это он не знает, он не понимает. Вот это нас, конечно, сконфьюзило, и это ударило по шансам Трампа победить. Почему? Я повторю еще раз. Да дело в том, что невозможно сегодня победить никому, ни демократам, ни республиканцам без помощи конкурирующих голосов, других независимых. Я напомню, у нас 42 миллиона зарегистрированных демократов, 36 миллионов республиканцев и 32 миллиона независимых. Так вот, сегодня как никогда голоса независимых будут решающими. Я имею в виду 5 ноября. Так вот, Трамп, выбрав Венса, к сожалению, не дал возможности независимым принять решение в пользу Трампа. В этом вся проблема. Поэтому мы опять-таки с сожалением говорим тому же Трампу, его окружению, почему вы не выбрали Ники Хейли? Ведь именно она по сей день превалирует над Байденом. Вы не представляете, от 17 до 25% она преобладает сегодня над Трампом, над Байденом в национальном масштабе. Борис Яковлевич, я прошу прощения, а вот как раз The Atlantic пишет о том, что выдвижение Камалы Харрис, оно может вообще сломать планы Трампа, и он может сейчас поменять своего вице-президента Ди Венса. Действительно ли может такое случиться? Ну, честно говоря, хозяин барин. Он захочет, он сделает.
Запросто. В этом нет никакого сомнения. Вся беда в другом. Захочет ли это? Поэтому мы давим на него сейчас на все педали. Скажу вам честно, он будет сожалеть о своем выборе. Очень сожалеть. Вы поймите, мы не просто о персоналити какой-то, мы о партии. Партия должна победить. У нас другая стратегия, другие подходы. Мы за окончание войны в Украине, чем скорее, тем лучше, в пользу Украины. Вы поняли меня или нет? Мы за то, чтобы Украина, не только Украина, любая страна, борющаяся за свободу, демократию, могла отстоять свои границы, общепризнанные мировым сообществом. Мы не должны делать прецеденты, мы не должны позволить какому-то маньяку, бандиту с улицы, который получил доступ к ядерному оружию, шантажировать и завоевывать чужие страны. Если мы сегодня это позволим Путину, это будет сделано и тем же Китаем запросто, и тем же Ираном, который спит и видит уничтожить Израиль, и даже Саудовскую Аравию. Почему нет? Иран мечтает быть лидером в исламском мире. Понимаете, многое другое может быть как цепная реакция по всему миру. Поэтому Трамп должен понимать ту ответственность, которая на нем ложится. Я думаю, он понимает это. Маленький вам пример. Я очень рад, что Зеленский поговорил с ним по телефону. Они оба остались довольными. Теперь что мы делаем? Лоббируем. С тем, чтобы Трамп поехал в Киев. Пусть он съездит, увидит Бучу, Ирпень, Изюм, пусть он увидит сам своими глазами. А поедет ли Вот он в это. такие города? Или он просто приедет в Киев, поговорит с Зеленским и уедет? И не захочет смотреть эти разрухи? Нет, если же он приедет, он обязательно посетит эти места. В этом нет никакого сомнения. У нас такая программа, мы давим. Причем мы хотим, он один не поедет. Я думаю, с ним поедут и наши друзья. Это Маккол, председатель комитета по иностранным делам, обязательно председатель комитета по разведке, Майк Тернер, очень важная фигура. Простите, звонки идут из Украины, один за другим. Просто я хочу сказать, что мы рассчитываем на то, что он поедет с друзьями Украины из Конгресса. Это очень важно. Если он поедет, мы давим на это. Я думаю, к этому все идет. У него нет выбора. Он начинает сегодня понимать, что с появлением Харрис его шансы убавились. Почему? Потому что у нас в повестке дня 5 ноября будет еще одна проблема, которая является, может быть, даже решающей. Это проблема с абортами. Дело в том, что Трамп за то, чтобы запреты на аборты принимались на штатском уровне. Причем он говорит, что до 15 недель беременности женщины женщина должна иметь право прерывать беременность. После 15 недель все, как только появляется пульс, зародыши и так далее, это аморально, это против религии и так далее и тому подобное. Но беда вся в том, что женские голоса у нас очень важны. По сей день женщины в подавляющем большинстве своем против Трампа. А вот у Ники Хейли более либеральная позиция. Она говорит: друзья мои, я же женщина, у меня дочь растет, я тоже за ограничение, знаете, в неограниченных поступках женщин в прерывании беременности на любом этапе. Но, давая какие-то ограничения, мы в то же время должны дать женщине пространство с тем, чтобы она могла иметь право выбора, знаете, прерывать беременность или нет. Вот это важно. И это, вот такая позиция дает возможность миллионам женщин поддержать Ники Хейли. Вот это очень важно. Поэтому если бы он ее взял, вице-президенты, автоматически он получил бы десятки тысяч, сотни тысяч, а то и миллионы женских голосов в свою пользу. Это повысило бы его шанс победить 5 ноября. Вот этого пока нет. В этом вся наша проблема. Поэтому появление Харрис, оно ужасно и для Украины, и для Израиля. Почему для Украины? Во-первых, Харрис, да, это даже не Байден, она еще хуже, чем Байден. Почему? Если Байден за то, чтобы как-то балансировать между крайне радикальным правым крылом демократов и умеренными демократами, которые за помощь Украине, то Харрис целиком на стороне правых. Вы знаете радикальных прогрессистов? В этом вся беда. Другими словами, их цель — остановить войну сегодня и в Израиле, и в Украине.
с тем, чтобы 5 ноября прийти как партия мира. Вот это страшное. Вот это нас пугает. Поэтому мы, знаете, вот гордясь тем, что у республиканцев другая платформа, я имею в виду подавляющего большинства, и в то же время мы хотим быть уверенными, что Трамп сегодня объявит свою позицию по Украине, не отделываясь общими фразами, не говоря о том, что он одним звонком решит 5-й. Нет, нам нужна конкретика. Вот это мы ждем от Трампа сегодня. Поэтому я возвращаюсь к вопросу о визите, возможном визите Трампа в Украину. Мы очень надеемся, что он поедет, и это тоже поможет Трампу понять, с кем мы сегодня имеем дело и какова роль Украины в будущей Америке. Вот на это мы рассчитываем сегодня. Если говорить о визите Трампа в Украину, то как вы считаете, когда он может состояться? Возможно ли это будет как раз в то время, когда демократическая партия соберется на съезд, чтобы уже официально объявить Камалу Харрис своим кандидатом? И очень трудный вопрос. Все будет зависеть от того, как будут реакции той или иной этнической группы, прежде всего таких групп, как афроамериканцев, латинос, вот это очень важно, и, конечно же, независимых. Сегодня ряд институтов, знаете, прям каждый день звонки идут, и мне лично поступали из нескольких институтов с опросами, и другим, я уверен, то же самое. Таким образом, опросы будут показывать вектор движения популярности Трампа у нас в стране. Конечно, он будет, знаете, занят по-страшному. 19 августа первый день конвенции демократов. К этому времени они должны определить, во-первых, вице-президента своего, а на эту должность у них тоже голова кругом идет, они не знают, на ком остановиться. С другой стороны, в самой Демпартии есть немало противников против Харрис. Они говорят, что она не тот человек, который отражает мнение большинства демократов. Вот так они говорят. То есть внутри демократической партии. Вот это интересно. Другими словами, турбулентность жуткая. Не только межпартийная, но и внутри каждой из партий. Как я сказал, между умеренными и прогрессистами внутри Демпартии и у нас между крылом рейгановским и вот оголтелым консервативным. Их, правда, меньше намного меньше, чем нас. И тем не менее Трамп сегодня еще не высказался открыто, как он намерен решать глобальные проблемы, как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Но я в одном не сомневаюсь, он не сможет идти против воли американского народа. Хорошая новость в том, что буквально пару дней назад было объявлено малоизвестный, правда, институт, это не Pew Research, не Rasmussen, например, не Gallup. Малоизвестный институт провел опросы и говорит, что 70% сегодня американцев за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. Пару месяцев назад было 62, сегодня 70. Это с одной стороны. А с другой стороны, как вы думаете, неужели Трамп пойдет против воли двухпартийного единства в Конгрессе, которое за помощь Украине до полной ее победы? Этого не может быть. Это исключено. Он от нас не будет иметь поддержки никакой. Мы просто будем осуждать его. Потому что Украина и Израиль — это немыслимые проблемы, которые должны решаться в пользу народов этих стран. Никаких агрессоров, никаких террористов. Вот это у нас в повестке дня сегодня. Поэтому, друзья мои, я понимаю, украинский народ волнуется очень. Тем более идут противоречивые месседжи из окружения самого Трампа. И особенно с появлением Харрис как той самой, которая может быть номинирована на съезде как кандидат от Демократической партии, который, к сожалению, не блещет своим опытом на политическом уровне и, конечно же, честно говоря, своим кругозором. По сей день она внятного своего видения
по вопросу оказания помощи Украине не высказала. Пишет издание Time о том, что Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского согласиться на мирное соглашение, сильно искаженное в пользу России. Первые 8 или 10 месяцев и, по сути, весь 25-й год будут очень тяжелыми, заявил украинский чиновник этому изданию. И при этом Украина сейчас рассчитывает на помощь своих союзников в Европе, но также и на ВПК Соединенных Штатов Америки, который может получить огромную прибыль от продолжения производства оружия для Украины. Ну и мы понимаем, что если Трамп приходит, он приходит на 4 года. Просто какие гарантии, что после этого срока Путин снова не начнет войну? Ну, то есть Трамп что, возьмет Украину в НАТО? Я, во-первых, не верю, и не только я, многие из нас, что Трамп на такое может пойти. Любое уступничество Путину является уступничеством Америки и поражением Америки, признание своего поражения. Это что получается? 54 страны, входящие в контактную группу, рамштайновскую так называемую, во главе с Америкой, не могут победить одного шарлатана? Вы мне скажите, тогда зачем жить-то на этом свете? Какого нужна такое величие, самопосхваление, мы то можем, и это, мы в космосе? Ну скажите, где справедливость, где, кому верить? Где же, насколько это лицемерие может зашкаливать? И я не думаю, что Трамп на это может пойти. Он другого типа человек. Поверьте, это не может быть такое. Если уступим Путину, значит мы уступаем Китаю автоматически. Китай — это не менее страшное зло завтрашнего дня, чем сегодняшний Путин. Просто будет цепная реакция. Поймите, тут речь не только о Путине. Путин один из звеньев той цепи, это той оси, который сегодня четко выпистовывается. Это Путин, Северная Корея, Китай, Иран. Вот такая цепочка есть. И сегодня, если мы не осадим Путина, не сделает это Трамп, то тогда все, эта цепочка будет расти. Все это начало падения Америки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я исключаю это. А что касается членства в НАТО, то, друзья мои, я, например, считаю, несмотря на то, что, вот НАТО у нас сегодня, знаете, уже организация, которая давно нуждается в реформах, так и это берет время, нам надо бить на то, чтобы вот это вот соглашение о взаимной помощи и безопасности, подписанное Зеленским и Байденом на G7 в Италии, оно еще не принято на законодательном уровне в Америке. Нам нужно любой ценой, чтобы это было имплементировано на законодательном уровне. Тогда это станет законом. Тогда это не будет зависеть от любого президента, кто будет завтра в Белом доме. Закон принят, и его надо соблюдать. Точно так же, как Америка помогает Израилю. Независимо от того, там ликудовцы, консерваторы или либералы во главе там с местными ужаснейшими партиями, которые готовы вообще пойти на все, лишь бы потерять те ценности, ради которых Израиль был создан. Точно так же с Украиной. Поэтому, друзья мои, запомните, сегодня надо бить по тому, что более доступно, то есть Конгресс. А учитывая, что сегодня республиканцы в большинстве у нас в Нижней Палате, да и демократы, у нас нет оснований переживать о том, что вот с приходом Байдена, в смысле Трампа в Белый дом многое изменится, и мы стали говорить о необходимости включения Украины в НАТО. Я считаю, вот я повторю эту мысль мою, что учитывая, что НАТО все-таки является бюрократической и нуждающейся в реформах, нам надо больше делать акцент сегодня на то, чтобы на эти вот соглашения о взаимной помощи и безопасности между Украиной и Америкой, подписанные Зеленским на саммите G7 в Италии, оно должно быть ратифицировано на законодательном уровне. Тогда у нас не будет опасений в том, что Америка не будет помогать Украине. Напротив, это надо сделать чем скорее, тем лучше, тем более, что и в Конгрессе, в смысле и в Нижней Палате Конгресса, и в Верхней Палате в Сенате двухпартийное единство
по необходимости оказания помощи Украине. Надо это делать, надо это продвигать, этот вопрос, чем быстрее, тем лучше. И это было бы здорово. У нас не было бы проблем в будущем. Кто придет в Белый дом, как он будет принимать решение по оказанию помощи Украине, никаких проблем. Точно так же, как и по отношению между Израилем и Америкой. Америка всегда помогает Израилю, независимо от того, кто у руля этого государства. Борис Яковлевич, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и спасибо вам еще раз за то, что вы поддерживаете Украину. Спасибо вам большое, дорогие, и слава Украине! Мы победим. Другого Героям у нас слава! нет.